Привет, друзья! Меня зовут Алексей, и я улыбаюсь и радуюсь не просто так. У меня действительно приподнятое настроение, так как завтра я начинаю свое первое трехдневное сухое голодание. Приехал вот в парк снять видео, и тут такое чудесное, ребят, состояние. Снег идет, вот у меня в волосах застревает. Вот, все, что я буду снимать, я буду делиться с вами, как говорится, в режиме нон-стоп. То есть пока ничего не могу сказать, так как это первый опыт, рекомендаций никаких не могу дать. Единственное, я могу с уверенностью сказать, что мне очень нравится голодание, и я несколько раз делал уже голодание на воде. Последнее из них было буквально вот 4 недели тому назад. Я голодал 7 дней. Это было очень интересно, весело и достаточно активно. То есть вы посмотрите видео, я все 7 дней занимался и спортом, и йогой. То есть вообще мой посыл этих видео о голодании о том, что, ребят, даже если вы занимаетесь спортом, если ваша жизнь активна, вы можете это делать. Снег вообще чудесный. Окей, до встречи завтра утром на взвешивании. Мне почему-то так не хочется уходить. Это реально чудо какое-то. Какая красота. Все зелено. Снег. Обалдеть. Окей, ребята, завтра я еще чуть-чуть покайфую здесь. Итак, первый день стартанул. Я уже сделал с утра замечательно йогу. И вес мой вчера составлял 74 килограмма 400 граммов, рост 185 сантиметров. Думаю, сейчас самое время сказать о том, как начинать голодание. То есть, так как у меня не очень длинное, трехдневное всего, ни 7, ни 14, ни 20, ни 40, то тут не думаю, что специально какие-то нужны подготовки очень мощные. Ну да, сухое голодание. И я единственное, что сделал, это вчера весь день в основном питался фруктами. И так как у меня закончился сульфат магния, который я обычно применяю, чтобы дополнительно очиститься, вот, я придумал такой вариант. Купил сельдерей, морковку и яблоки и делал себе соки. В течение всего дня я выпил, наверное, 3 стакана сока, что, в общем-то, дало о себе знать, тоже хороший вариант. Ну что, пойду взвешусь. Мура, давай посмотрим. Ну вот, минус 1,5 килограмма сразу. Первый день подходит к концу. Обычно ничего интересного и супер такого серьезного не происходит. Но я могу заметить некоторые особенности этого дня, все-таки, которые случились со мной. Первое, я начал чувствовать такое глубокое сердцебиение, что обычно происходит на водном голодании у меня где-то на 3-й, на 4-й день. Вот. Это говорит о том, что организм очищается, и кровь насыщается токсинами, шлаками, которая бежит, и, естественно, сердце с небольшим трудом это все проталкивает. Кстати, сейчас уже стало легче. Посмотрим, как будет завтра. Вот, в итоге кровь должна, наоборот, очиститься еще лучше. Вот. Следующий момент я хочу заметить позитивный, что у меня голова вообще не болела. То есть моя супруга со мной делает сейчас на воде голодание и говорит, что ей очень плохо, ее тошнит, у нее голова болит, то есть у нее посложнее все. Вот, но у меня тут более-менее. Опять же, это говорит о том, что мы не сделали с ней чистку. Я всем советую хотя бы сульфат магния выпить в первый день. Вам значительно будет лучше. То есть голова не так будет болеть, потому что меньше интоксикации будет происходить. Вот, что еще могу заметить? Совсем не хочется есть. То есть я за весь день даже не подумал о еде. Я знаю, некоторым там мерещатся бургеры, там какая-то еда. Мне совсем не хочется. И пить-то особо не хочется. Да, то есть я спокойно занимаюсь своими делами. Единственное, что чуть-чуть подкачивает, ну, в плане, да, то есть... Но, опять же, первые разы, когда я делал голодание водное, у меня было намного серьезнее все это. То есть я просто завязывал шнурки, поднимался, и мне так сразу же качало, я чуть ли не падал в обморок. Вот, что с каждым разом, когда вы голодаете больше и больше, это уходит, уходит и уходит. То есть сейчас вот я этот первый день на сухом, я чувствую себя очень великолепно. То есть как будто просто не ем.
живу спокойненько, всем занимаюсь делами своими, просто не ем. Я для себя точно решил, что я не буду активно заниматься спортом в эти дни, дабы не растратить много энергии, потому что у меня до этого было 7-дневное голодание совсем недавно, и тогда я занимался активно, что, в общем-то, тоже было хорошо. Но просто в этот раз я решил так пойти. Окей, не буду много болтать. Еще скажу, что вес у меня упал к вечеру еще на 500 грамм. Вот, следующее взвешивание завтра. Увидимся утром. Окей, утро второго дня. Смотрим. Было 73. Еще чуть больше 1,5 килограмма минус. Окей. Поеду куда-нибудь на природу погулять. Вышел немного прогуляться. Ну, конечно, надо быть ближе к природе в такие дни, особенно сухого голодания. Тело не получает воду ниоткуда, никак. Я решил полностью исключить. Не умываюсь, не купаюсь, совершенно никакого контакта с водой. Ну, честно говоря, я вот прохожу, какие корни интересные, вдоль речки, и мне очень хочется искупаться. Потому что водичка чистая. На улице прохладно, но я тут зимой обычно купаюсь, поэтому мне нормально. Красивые места. Река называется, по-моему, Кайахога Ривер. В штате Ohio, недалеко от города Кливленд. Тут очень красивая природа, на самом деле. Там небольшой водопадик. Посижу тут немного. Ночь прошла замечательно, я поспал часов 6. Выспался отлично. Пить до сих пор не хочется. Думаю, что весь день так и пройдет хорошо. Немножечко качает. То есть, особенно если резко встаешь. Но не критично. Слушайте, это не карантин, а какой-то подарок судьбы. Вот не было бы его, не ушел бы я сюда прогуляться так далеко. А тут такие породы нависают. Такая красота. Очуметь. Ребят, если вам нравится этот ролик, жмите лайк, подписывайтесь прямо сейчас. Действительно, вам не сложно, а мне очень приятно. Окей, я побежал домой, и it's yoga time. Ну что, день сегодня прошел хорошо. Никаких особенных новостей не могу рассказать. Единственное, что слабость, конечно же, присутствует больше, чем вчера. Вот. И хотел бы поделиться небольшим лайфхаком. Если вдруг вы чувствуете реально такая лень, что не хочется ни бегать, ни заниматься йогой, ни чем-то другим таким активным, вы можете постоять на голове, на руках или сделать обычную березку. То есть я люблю так вот, я стою. Я прям чувствую реально после этого состояние намного становится веселее. Вот так постоять чуть-чуть, можно пошевелиться. Что угодно. Можно поджиматься, ставить. Еще постоять чуть-чуть. Выровняться. Упс. Да, хорошо. Если это тяжело тоже, то можно сделать обычную березку, которую все умеют. Да, то есть сюда. И постояли так чуть-чуть. Вот. До встречи завтра на взвешивании, как обычно. Ну вот и третий день. Давайте взвесимся. Слабость сегодня, конечно, выше, чем обычно. 70, то есть было 71,3, почти 1,5 килограмма. Итак, я не смог удержаться и вновь пришел сюда с утра. И посмотрите, как в Америке проходит карантин. Народ толпами гуляет везде, без масок. Так что не верьте, что тут все так плохо. Все очень даже неплохо. Смотрите, какого я обнаружил здесь.
Надеюсь, мамочек или папочек ее тут не встречу. Finally. Нашел более-менее спокойное место от людей, где можно посидеть, расслабиться. Окей, друзья, сегодня третий день, и я испытал несколько сюрпризов. Хоть я и был подготовлен, читал и видел ролики о том, что на сухом голодании все равно люди ходят в туалет по-маленькому, но я был удивлен. 2-3 раза как минимум в день ходишь, даже у тебя нет никакого контакта с водой, ты ни руки не моешь, не купаешься, все равно накапливается. А откуда накапливается? Вода всасывается организмом через кожу и из воздуха. Поэтому советуют бывать на природе людям в эти дни. И почему меня сюда, в общем-то, и притянуло опять прийти, реально хочется прям дышать полной грудью свежим воздухом. Также эндогенная вода выделяется нашими клетками. Такой воды в природе мало где можно встретить. Это чистейшая вода, которая очищает идеально клеточки, кровь. В общем-то, это была моя одна из целей – почистить организм и почистить кровь. У меня в семье есть поколение в поколение, у дедушки, у папы хронические заболевания сердца, поэтому я себя заранее предостерегаю и стараюсь максимально быть здоровым в этом плане. Да, ребята, важный момент сейчас. Если вы планируете голодать впервые, неважно, на воде или сухое, я вам рекомендую углубиться в эту тему. Почитайте книги таких авторов, как Шелдон, Поль Брек, Арнольд Эрет. Вы будете лучше понимать сам процесс, вы будете лучше мотивированы, вы будете увереннее, то есть вас ничего не поколебит, даже если у вас будет болеть голова, если у вас будет тошнить, если еще какие-то симптомы появятся, вы будете понимать, что это нормально. Также вы будете знать, как много плюсов приносит этот процесс очищения. Вы будете реально хорошо смотивированы. Не спешите начинать прям просто так. Почитайте, посмотрите YouTube-ролики других людей, которые сделали, там, не знаю, однодневное, трехдневное, 7-дневное голодание. Ну и по поводу выхода из голодания, в моем случае я планирую это сделать завтра. Там получится сколько? 86 часов всего. И это будет, скорее всего, купание в этой речке. Может быть, я сниму на видео в конце ролика, выложу. Там еще классный есть такой небольшой водопадик. Возможно, там буду душ принимать. Вот. Хоть и на улице где-то плюс 8, но меня это не беспокоит. Вода чистая, прекрасная. Дальше. Хороший вопрос вы можете задать. Что же делать потом? Я считаю, что есть два пути. Первый путь я бы назвал комфортным. То есть вы можете питаться так же, как и до этого, ничего не менять в своем рационе. Просто постарайтесь есть в промежутке с 12 до 6 часов дня. Это самый огонь пищеварения, и все, что вы будете есть, будет очень отлично перевариваться. Второй путь я назову путь очищения и постепенного, вы знаете, не только очищения физически, но и очищения информационного. То есть вы будете чувствовать себя гораздо энергичнее, будете чувствовать себя намного духовнее. То есть я думаю, что нужно также придерживаться этого распорядка, кушать с 12 до 6, но уже стараться постепенно убирать из своего рациона еду, которая не очень хороша нам, людям. В первую очередь выкиньте химические продукты, то есть все вот эти чипсы, кока-колы, все это очень сильно загрязняет организм, это очень сложно выводится. Вот. Потом постепенно, я не навязываю, но постепенно вы, возможно, сами дойдете до такого понимания, что мясо тоже не очень людям нам нужно. Вот. И так далее, так далее. Но если вы будете практиковать голодание часто, или интервальное, или трехдневное, или, может быть, вы хотите сделать больше дней для более глубокой чистки, в любом случае вы постепенно будете сами ощущать, как ваш организм настроен, что он хочет есть. Поверьте мне. Лично я после завтрашнего утреннего купания здесь, скорее всего, попью водички. Потом в течение дня я буду пить свежевыжатые, самим собой приготовленные соки. Я очень люблю
делать сок из морковки, яблока и сельдерея. Первые парочку стаканов, скорее всего, разбавлю с водой. Вот, весь день буду пить соки. На следующий день полдня попью тоже соки и, скорее всего, уже буду есть какие-то фрукты. Такие, знаете, сочные, но не очень мясистые. Типа арбуза, не знаю, апельсины, манго. Вот такие. Очень люблю такие фрукты. Вот. И на третий день, я думаю, что я могу спокойно начинать уже есть овсяную кашу. То, что я очень люблю. Вот. И так далее. Ну вот, на сегодня пока, пожалуй, все. Ребят, если вам нравится ролик, пожалуйста, подписывайтесь. Я планирую снимать очень много познавательных, ну и не только познавательных, интересных роликов. Мы путешествуем очень много. Я люблю экспериментировать на себе. Как говорится, не попробуешь, не поверишь. Ну все, давайте, до завтра. Постараюсь не наступить на змеюку. Ну вот и пришло время заканчивать мое сухое голодание, которое продлилось 3 дня и 4 ночи, или 84 часа. В общем-то, вы видите меня. У меня сейчас не очень прекрасная внешность. Лицо потемнело, вся кожа потемнела. Говорит о том, что кровь насытилась ядами и токсинами, и шлаками. Вот. Но хорошая новость, что все это начнет выходить активно, когда я стану пить воду и соки. Вот. А сейчас я пойду купаться. На улице +6. Также могу заметить, что вес, ребят, упал достаточно прилично. Я даже в шоке немного. 6,5 килограмм за это время. И в последние сутки целых 2 килограмма. То есть, если бы я продолжал, я бы, наверное, вообще иссох через какое-то время. Вот, поэтому думаю, что пора заканчивать и уже выходить. Очистился, я считаю, что достаточно хорошо. Основная идея моя была подлечить суставы, потому что я активно занимался йогой, и у меня начали они сильно болеть. Вот. И сейчас я продолжал заниматься, но чувствую, что уже вообще боли прошли, все стало гораздо лучше. Вот. Также я планирую снять через недельку, через 2, такой небольшой видеоотчет о всех моих вот этих голоданиях, которые прошли за последний месяц. Также чистка про Акшалана. То есть сейчас я не могу очень прям вот так много всего рассказать, нужно немного времени. В общем, в следующем видео будет много полезных выводов. Надеюсь, вам понравился этот ролик. А сейчас пора окунуться. Вам, друзья, спасибо за просмотр. Всем мир и крепкого богатырского здоровья. Огонь! 1 стакан воды. Ноги теперь бегут в пляс. 1 стакан воды. И даже не 3.